Добрый день, уважаемые любители шахмат. С вами мастер ФИДа, мастер спорта Украины Пунин Андрей. И в этом видео мы ответим на вопрос, могут ли черные уравнять в варианте ускоренного дракона. Как возникает вариант ускоренного дракона? Это не тема данного видео. Об этом мы поговорим в следующем видео. Данная позиция может возникнуть как через порядок ходов Е4, С5, конь F3, второй ход G6, D4, CD, конь бьет D4, конь C6, так и через второй ход конь C6, D4, C на D, конь бьет D4, G6. И если белые избирают игру против варианта ускоренного дракона, они делают ход конь C3, C4 мороться, о нем поговорим в следующем видео. Слон G7, слон E3, конь F6. Мы будем ранжировать. Напоминаю, что обозначает каждый из символов. S — это статика, D — это динамика, равенство статическое — это значит, что вы выучили теорию, сделали ничур. Динамическое же равенство — это значит, что возникла острая позиция, и любой результат возможен, но относительно компьютера оценка 0.0. И также напомню, что, скажем, выиграть динамическое плюс равно намного проще, чем выиграть равенство, которое получилось с раздачей. Ну и мы начинаем, и прежде чем рассказать о всех 12 позициях, которые мы будем разбирать, обзор литературы. Классические две книги Гавейна Джонса «Грандмастер репертуара», The Dragon Volume 1 и The Dragon Volume 2. Много из данных источников будет посвящено варианту дракона, поскольку большинство вариантов они совпадают как и для раннего дракона, так и для классического дракона. Далее The Hyper Accelerated Dragon Раджа Паджвани. Ну, теперь курсы Modern Chess. Complete Dragon репертуара Михаил Марин, 2021 год. Play the Accelerated Dragon Systems with пятый ход Knight C3. Далее, да, это Мартин Лоренцини. Play the Hyper Accelerated Dragon Part 2 Зигфер Баумегер, 2024 год. The Pseudo Dragon for Black, Михаил Марин. Самое свежее из перечисленного. Далее классический курс Lifetime репертуара Dragon Sicilian. Опять-таки вариант дракона, но многие ветки совпадают. Как по мне, лучший курс Lifetime репертуара Lichtas Accelerated Dragon. С некоторыми ветками я не согласен, но, безусловно, для того, что в 2021 году этот курс был создан, это просто прорывной курс. До сих пор некоторые ветки не играются, хотя проанализировано все очень четко. Lifetime репертуара Hyper Accelerated Dragon, гроссмейстер Юджин Перельштайн, ученик Романа Джиншихашвили. И, наконец, мой фаворит, Lifetime репертуара Шандорф's Accelerated Dragon, гроссмейстер Ларс Шандорф. Ну и поехали. Первая позиция, о которой мы поговорим, это данная, в которых белых не делаются хода конь бьет c6 и основной ход слона c4. И нужно отметить, что таких ходов много, но вот ради этого мы играем ускоренный дракон, поскольку черные невероятно легко уравнивают в остальных непринципиальных вариантах. Единственный вариант, где белые выходят более-менее на игру, это ход слон на Е2, но это та игра, которая нам приятна. Мы играем 0-0, конь b3, d6, 0-0, а6, идеи либо провести b5, слон b7, конь a5, либо же сыграть слон e6, d5. Причем в любом случае это равенство такое, которое приятно играть. То же самое английское начало, без темпа, но темп не имеет большого значения, поскольку белые сделали короткую рокировку. Все остальное легчайшее равенство. 0-0 проводим подрыв d5 и легко уравняли. f4 после хода d6 переходит в вариант дракона, известнейшая ветка. 0-0 ферзь b6, лучший ход ферзь d3, после чего после конь g4, слон g4, слон d4 все разменивается, и мы сразу же играем окончание, где у нас не хуже. Так что это ход слон e2. Следующий ход f3, 2-0, ферзь d2, конечно, проводим d5 и уравняли. Слон c4. Ну, тут известная ветка. Ферзь b6, слон b3 и тактический удар. Конь бьет e4. Кажется, что это острота, но на самом деле все быстро заканчивается. Равная позиция после конь d5, ферзь c5, c3, конь c5, конь бьет c6, d на c, конь бьет e7, король h8. Конь бьет c8, ну и здесь я играл недавно в титульный вторник, и не вспомнил, что надо бить ладью f, нельзя бить слона всем, заводят d8, далее мы ударим конь b3, равная симметричная позиция,
Далее есть вариант ферзь d2 с идеей после d6 f3 получить вариант дракона, но мы играем конь g4, конь бьет c6, dc, ферзь бьет d8, король d8 равное окончанию. Ну и, наконец, ветка конь b3, d6, и без хода слон e2 белые могут сыграть ферзь d2 с целью сыграть 3 нуля. Ну, здесь черные играют слон на e6, f3 и проводят сразу же подрыв d5, и да, конь бьет d5, конь d5, ферзь d5, ферзь d5, слон d5, 3 нуля, 3 нуля и равное окончание. Так что, безусловно, все эти ветки идут в категорию равенства. Белые ничего не получают в этих ветках, и вы можете найти эти ветки фактически в любом из перечисленных репертуаров. Далее мы переходим к ходу конь бьет c6, bc, e5, который, например, рекомендован в курсе Яна Густавсона «Агрессив репертуара Е4, форвайт». И тут давно уже известно, что конь d5 плохой ход, черные делают ход конь на g8, после чего самый сильный принципиальный ход слон d4. Также, конечно, играется f4, но тут черными легко играть на победу. Мы играем конь h6, ферзь d2, 0-0, 3 нуля, проводим подрыв d6, и наша атака по длинной диагонали А1, h8 очень сильная. Объективно белые держат еще равенство, позиция игровая и приятная для черных, поэтому слон на d4, мы играем ферзь a5. Конечно, присутствует гамбит слон c4, но объективно после слон e5, 0-0, f6. Белая — это сторона, которая рискует получить хуже, поэтому лучше ход f4, на что следует ладья b8, ферзь d2 и подрыв f6, слон c4, f на e, и вот тут я в недавнем титульном вторнике забыл теорию, правильный ход ладья бьет b2, конь e4, ферзь бьет d2, король d2, и именно ход ладья b6 дает динамическое равенство. Это, например, проанализировано в курсе Марина недавнем. Достаточно глубоко. Бить на b6 плохо. Белых после этого потеряется пешка на e5. Позиция динамического равенства, безусловно, сложная. Ну и все те варианты, которые я перечислил, также сложные. Поэтому данная категория идет в динамическое равновесие. Ну и, наконец, мы переходим к основному продолжению белых. Это ход слон на c4, после чего черные обычно делают рокировку, но у них есть ряд дополнительных возможностей. Первая из которых — это ход ферзь a5. Надо отметить, что я так часто играл по лекциям гроссмейстера Романа Джинджихашвили 15 лет назад. Этот ход не очень хороший по нескольким причинам. Во-первых, можно сыграть, как рекомендует Халифман, конь b3, ферзь c7, слон g5, c9, слон бьет f6. Ну, еще сильнее, как указано в книгах и разных курсах, например, у Неги 0-0, 0-0, слон b3, чтобы ничего не зевнуть тактически, d6. H3 защищает от конь g4, слон d7 и ладья e1. Ну, тут у черных много ходов ладьями, e8, c8, какой-то из ладей, еще другие хода. Но суть позиции одна и та же. Белые сыграют ферзь e2, либо ферзь d2, ладья d1, все фигуры встали по центру, и у черных нет контр-игры на ферзевом фланге. А если произойдет размен слонов, либо конь белых прыгнет на поле d5, то у черных возникнут проблемы. Поэтому, к сожалению, эта ветка идет в перевес белых, и игра здесь за белых очень простая. Это один из худших вариантов. Далее разбираем вариант d6, на что белые обязаны играть f3 ввиду угрозы конь g4. И, конечно, черные могут сделать ход рокировка с переходом в вариант дракона, но есть достаточно редкий ход ферзь на b6, который я играл еще, видимо, 20 лет назад. Не помню, кто мне посоветовал этот вариант играть, но сыграв определенное количество тренировочных партий, я понял, что, безусловно, это рискованный вариант, поскольку форсированно возникает следующая позиция. Конь f5, ферзь бьет b2, конь бьет g7, король f8, конь d5, конь бьет d5, слон бьет d5, король бьет g7. Ну и старые все книги рекомендуют играть 2 нуля. Современный движок считает, что лучше сыграть ладья b1, ферзь c3, король f2, и белые сразу заняли линию b и давление по данной линии. Ну, у белых очень хорошая компенсация. За пешку черная играет с слабым королем, но, тем не менее, согласно движку, это не так плохо. Оценка всего-то плюс 0,3, поэтому, если вы любите риск, любите кушать пешки и считаете, что вы отобьетесь от атаки, то
Это тот редкий случай, когда черные могут попытаться сыграть мат-перехват в раннем драконе, но объективно у них чуть хуже динамически. Наконец мы делаем основной ход рокировка, после чего слон b3. И большой плюс раннего дракона в том, что в этой позиции белые должны будут готовы к огромному числу продолжения. Разберем каждое из них. Начнем с хода a6. Этот ход рекомендован в лекции Паджвани. Я сразу же говорю, что если играть по Паджвани, то совсем плохо. Если делать лучшие хода по компьютеру, то неприятно, поскольку белые делают длинную рокировку. h3, ферзь c7, ферзь d2, b5, 3-0, конь a5, h4. Ну и Паджвани предлагает h5, g4, после чего можно разместить это вот сюда. Просто столбик, черные фактически под решающей атакой. Мы будем все-таки рассматривать лучший сценарий. Компьютер тут предлагает ход e5, конь d2 и слон b7. Но вся романтика этого варианта сразу же теряется, поскольку белые могут сделать ход ферзь d6 с разменом ферзей, и в черных статически тяжелейшая позиция. Так что, как хотите, либо сюда, динамически плохо, большой риск проиграть партии, либо сюда, где черных все печально. Следующая возможность — это ход конь g4. Никто ее не предлагает, поскольку здесь очень простая реакция белых, характерна как и для раннего дракона, так и для Марицы. Черные, если остаются с биопольным судом в данной структуре, у них хуже. Следует серия ходов. Ферзь бьет g4, конь d4, ферзь d1. Идея варианта, чтобы забрать слона, конь b3. А b, тут b6. Основной ход, но компьютер считает, что лучший ход d6. Разница небольшая, поскольку в любом случае мы делаем ход слона d4. И после размена чернопольных слонов у черных статически крайне неприятно. Поэтому данная позиция идет в самый конец данной категории. Статическое плюс равно крайне значимо. Следующая возможность — это основной вариант, как говорит Халифман, но проблема данного хода заключается в том, что с тактической точки зрения он не работает. Мы играем 2-0. Да, тут, конечно, можно сыграть конь d4, либо сыграть конь g4, но это будет разновидность либо данного варианта, либо данного варианта, поскольку сделаны лишние хода. Поэтому этот вариант играется ради того, чтобы сыграть а4, конь бьет а4, конь бьет е4. И как сильно изменили шахматы, Неги, замечательный аналитик, и Халифман, они не смогли продемонстрировать лучшие хода золотого цвета. Вариант следующий. Конь b5, d5. Неги действительно говорит, что это лучше. Слон b6, ферзь d7, ферзь e2. И тут Неги рекомендует конь d6, что совсем плохо после конь c5. Конь e5, он дает ход ладья а d1 и говорит, что у белых перевес. На самом деле тут не так просто. Эту ветку я ни у кого не находил в анализе, так что пользуйтесь. То, что показывает Stockfish современный. Ладья fd1, e6, слон d4, ферзь c6, угроза конь b6, поэтому это единственная защита. Конь ac3 и b6 тоже крайне сложный ход. Единственное, что они хотят пытаться контратаковать с помощью слона. Следует выигрыш пешки белыми. Слон бьет e5, слон бьет e5, конь бьет d5, e на d, слон бьет d5, ферзь c5, ферзь бьет e4, слон b2, слон бьет a8, слон бьет a1, ладья бьет a1, и ферзь бьет b5, и черные с раздачей без пешки. Безусловно, можно верно это доанализировать до ничьи, но смысла я не вижу. Черные с раздачей играют без пешки при лучшей игре, поэтому этот вариант, конечно, лучше, чем предыдущий, но крайне сомнительный. Следующие возможности уже интересные. d5. Ход Гельфанда. Здесь объективно черные близки к равенству, но проблема в том, что после ед конь a5 у белых есть 4 возможности, главные из которых это 2-0 и ферзь f3. Неги предлагает 2-0, конь b3, конь b3, b6 и новинка на тот момент, безусловно, так уже много раз играли, d6, ед, слон d4, слон b7, a4. И у черных, безусловно, чуть хуже. Но есть еще более жесткий вариант, который много раз встречался, например, в партии Ван-Форест, Гельфанд, а именно ферзь f3, слон g4. То, что вы сейчас увидите, это набор ходов. На самом деле, это лучшая игра золотого цвета. Нельзя избежать за черных в эту позицию. Ферзь g3, конь бьет b3, аб,
слон h5, d6, конь g4, h3, конь бьет e3, fe, a6, ферзь h4, e5, ферзь бьет d8, ладья d8, конь e6, fe, g4, ладья f3, король e2, ладья h3, gh, ладья h1, ладья h1, ладья d6. Ну, и просто посмотрите на эту позицию. У черных чуть хуже, несмотря на то, что лишняя пешка, у них ужасный слон. Также надо отметить, что вместо ладья f3, возможно, ладья d6 сразу, как предлагает Марин, но оценки этого не меняет. Черные должны в этом варианте знать достаточное количество теории, и они почти уравнивают, ну, почти не считается, поэтому ветка идет практически вверх данной категории, но есть вариант, который еще немного лучше. И это ход Дубова, ладья e8, который много раз променял мой ученик Игорь Самоненков. И это действительно сильный ход. Опровержение я нашел, изучая курс лекций Камиля Плихты, и до этого мне пришлось потратить, видимо, больше часа времени. Поэтому даже если человек будет готовиться, все последующие хода не очевидны. Например, тут единственный ход дающий перевес — это f3. После чего старая теория говорит нам о том, что надо играть e6, но парадокс заключается в том, что белые теперь играют f4, они дождались особляющего хода, далее после d6 последует конь db5, и позиция черных неприятна, поэтому лучшая редакция: черные проводят d5 в один прием, ед, конь b4, и очень сильный ход конь de2, черные играют e6, и еще один сильный ход слон d4, чтобы брать слона из-под возможного удара, конь bd5, после чего человеческий ход конь d5, ед 2-0, и белые играют против изолятора. Ну, компьютер показывает еще более жесткую реакцию. Это сыграть слон d5, надо бить ед, ферзь d2, слон d7, и здесь белые неожиданно делают сильнейший профилактический ход. Попасть на этот вариант — это практически как выиграть в лотерею, поскольку это всего несколько партий по переписке А3. Смысл хода в том, что белые просто выжидают, куда они собираются рокироваться, и на реакцию черных уже определяется с рокировкой опять лучший ход, и тут делается ход рокировка, либо даже можно сыграть А4. Ну, у черных чуть хуже в этих позициях, опять-таки игра с изолятором, поэтому данный ход ладья e8 очень похож на предыдущий и требует глубокой подготовки, но объективно у черных чуть хуже. Мы движемся наконец-то дальше, и это лучший ход за черных d6. Черные заметили, что белые определились с развитием слона на b3 и пытаются перейти в вариант дракона. И единственный ход, который дает белым возможность бороться за перевес, это f3, поскольку h3 защищается от g4, но далее черные играют конь e5, 0-0, b6, и очень похоже на типовые варианты в драконе. Черные сразу же получили хорошую игру, поэтому только f3. Ну, теперь три возможности, две из которых связаны с ходом слона d7. А что? Белые играют ферзь на d2. Ну и начнем с старого доброго дракона, который уже не работает. Это ход ладья c8. На что? Играем 3-0. И у меня ужасные новости для тех людей, которые до сих пор играют конь e5, ученики СТЦ. К сожалению, прошло 15-20 лет, и пора выучить теорию. Это просто ведет сразу же к столбику, и от белых даже не требуется много знать. Они играют король b1, конь c4, слон бьет c4, ладья c4, и открывают книгу Неги, где записано g4, b5. И тут, конечно, вся надежда на то, что белые сыграют b3 и получат b4, и объективно тут плюс единица, ну, возможно, контр-игрой. Но Неги четко говорит, что h4 лучший ход — это b4, поскольку иначе совсем все плохо. Конь d5, конь d5, ед. Ну и здесь вот тактических осложнений у черных совсем все плохо. Поэтому, если говорить про данную редакцию, это пойдет просто сюда. Но черные, конечно, могут провести более хорошую редакцию и вместо конь e5 играть ход конь d4, который рекомендует Гавейн Джонс, после чего следует конь бьет d4, b5, конь d5, конь d5, слон g7, король g7, ед, a5, a3. Ну и в этой позиции у черных много возможностей. h5, ферзь b6, король g8 и другие, видимо, хода. Но сути позиции не меняет. У черных опасный король, у белых безопасный король. С точки зрения компьютерных шахмат, наверное, черные удержатся, но это динамическая позиция, где у черных хуже. Да, конечно, есть минимальные шансы на перехват, поэтому мы поставим
это вот сюда. Ну, скажем, играть прошлый вариант лучше, там, где черные забирали пешку, поскольку там понятен риск, а тут он не такой понятный. На самом деле, много партий будет заканчиваться тем, что белые недостаточно технично меняют ферзей, и получается ничья. Переходим же к хорошему ходу. Это сыграть конь бьет d4, слон d4, b5. Ну, надо отметить, прежде чем рассматривать данный ход, в этой позиции белые могут сыграть h4, если не хотят увидеть данный вариант. Но включение ходов h4, h5, видимо, в пользу черных. Поэтому все-таки просто воспользуемся рекомендацией Неги. Единственный ход, которых дает белым возможность борьбы за перевес, это ход А4, после Б, слон А4. Тут компьютер показывает почти нули, ну просто посмотрите на позицию. Белый сделает короткую рокировку, у черных проблема с пешкой А. Так что всегда в практических шахматах у черных хуже. Поэтому в большинстве партий было разыграно Б4, конь d5, конь d5, ЕД, слон d4. Ну, кроме как ЕД можно, наверное, сыграть и слон g7, король g7 и ЕД. И ферзь d4, все это разбирается в анализе Неги. Ну и фактически, если сравнивать эту позицию с предыдущей, то тут и даже игры на перехват не будет. Поэтому даже сюда это не идет, поскольку белые не сделали длинную рокировку, а идет после двух вариантов Дубова и Гельфанда. Черные, наверное, в идеальном мире сделают ничего, но на практике это крайне неприятная позиция. Ну и что ж, наконец-то мы дошли до открытия. Сделано с помощью Леозира до 2019 года. Считал, что этот вариант проигрывает почти партию. Это было написано и у Халифмана, и у Неги. Очень мало этому варианту уделялось внимания, но все фактически сейчас знают, что лучший ход ферзь А5, после чего следует ферзь d2, конь d4, слон бьет d4, слон e6. И если белые на что-то претендуют в этой позиции, конечно, надо делать длинную рокировку, поскольку иначе черные играют ладья f8, игра по линии c, единственный принципиальный ход b5, король b1, b4. Ну и новая мета говорит нам о том, что возможно играть слон e6, fe, e2, ферзь b5 и игра при разносторонних рокировках. Но объективно здесь у черных не хуже. А на ход конь d5, слон d5, ед, следует ферзь b5. После чего у черных все темп в темп срастается. Слабость пешки e7, но после ладья e1 мы играем e5 с угрозой e4. И приходится играть ферзь e2, ферзь e2. Ладья e2, и мы успеваем защищать пешку, играя e4, слон c4, ладья f8, b3, ладья c7 с равновесием. Либо ферзь d3, но тогда следует ферзь бьет d3, ладья бьет d3, конь d7, конь g7. Можно что-то другое сделать. Ну, если слон отступит, то конь встанет на e5, пешка встанет на g5, король бьет g7, ладья e3, король f6, ладья h e1, g5, ладья e7, конь e5. Это равновесие. Ну, белые могут, например, как минимум сделать ничью, сыграть ладья b7, ладья cb8 с повторением ходов. Если же белые хотят продолжить партию, у нас отличная позиционная компенсация, мы сыграем где-то А5, H5, H4, игра по полям черного цвета, у белых тупой слон, так что черные должны достаточно легко сделать ничего, ну и поэтому это идет в данную категорию. И поставим как равноценные ветки, поскольку это разные репертуары, за белых. Так что подводим итог. Уравнивают ли черные в раннем драконе? Да. Если они избирают данную ветку, они делают это достаточно легко. Могут ли черные выйти на борьбу в раннем драконе? Ну, насколько я понимаю, единственная ветка — это жадный вариант. Нужно забрать пешку. Объективно данная позиция рискованная для черных. Остальные варианты просто белые, если выучить теорию, они получают либо игру против изолятора, как в варианте Дубова, в варианте Гельфанда, либо они получат игру с безопасным королем, в то время как у черных будет опасный король в данном варианте. Я не думаю, что это игра на перехват за черных. Поэтому общий вывод следующий. Черные уравнивают в раннем драконе. Если белые применяют второстепенный вариант, это очень легкое равенство. Если белые делают принципиальный ход слон c4, всего один ход черных ведет к данному равновесию. Но, тем не менее, этого достаточно, чтобы держать цвет
за черных, и поэтому ранний дракон сейчас это очень хороший дебют для того, чтобы сделать ничью черными в сицилианской защите. Может служить дополнением к челябинскому варианту. Ну а в следующем видео мы поговорим, что касательно варианта Маруца. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. Оставляйте комментарии под видео. Также можете оформить спонсорство на канал,